Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня с вами в этом видео, друзья, уделим внимание вазонам, комнатным растениям, цветам и поговорим о том, какие цветы, какие растения ни в коем случае нельзя брать в подарок, иначе вы привлечете, ой, какие беды, проблемы и неприятности. Девочки и мальчики, научитесь не все принимать в подарок, потому что потом беды и проблемы прямо, как знаете, набегают и возникает еще больше и больше. Поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца и обязательно примите меры и сделайте выводы. А прямо сейчас ставьте лайк, а в комментарии напишите: «Я приглашаю чудо в свою жизнь». Возможно, у вас действительно есть какое-то свое желание, которое вы бы хотели реализовать в ближайшее время. Вот и напишите. Чем больше вы прописываете, тем быстрее это реализуется в вашем материальном мире. Ну а мы с вами, друзья, начинаем. Практически каждый человек любит живые цветы, вазоны. Почему? Потому что они способны делать жизнь веселее, дарить светлые и положительные эмоции, а также притягивать потоки энергии, которые помогут стать счастливее и радостнее. А это важно для каждого человека без исключения. Есть кто-то не любит живые цветы, к нему стоит внимательнее присмотреться. Почему? Потому что, к сожалению, такой человек, скорее всего, с темной душой. Он может сам об этом даже и не подозревать. Но это происходит на энергетическом уровне, несоответствие энергии, которую он излучает и которую излучают цветы. Поэтому у него и возникает такое чувство. Еще жилье, в котором находятся живые растения, обладает положительной энергетикой. В нем приятно находиться, так как светлые и нужные энергии поступают постоянно в достаточно большом количестве. И это положительно сказывается на всех тех, кто в таком доме проживает. У данной семьи крепкие отношения, они с легкостью могут найти решение любой проблемы, а также уладить недопонимания, если таковые между ними на каком-то этапе возникнут. Находящиеся в спальне правильно подобранные цветы, вазоны способны сделать отношения между парой более искренними, страстными, любящими, а также взять их под энергетическую защиту от тех, кто желает им зла, либо же завидует тому, какую семью им получилось создать. К сожалению, таких людей в нашем окружении немало, и всегда нужно быть начеку, чтобы предугадать такие посылы и не принять их в свою жизнь. Если в жилье положительная энергетика, то и биополе тех, кто в нем живет, крепкое, прочное, его не просто повредить, пробить в нем дыры и благодаря этому отобрать то, что кому-то со стороны хотелось бы иметь в своей жизни. Также, если, вернувшись домой после общения не с теми людьми, либо после трудного рабочего дня, какой-то поездки, то быстро восстанавливаются энергетические силы. А если вдруг по какой-то причине в нем получились какие-то пробоины, то это получится с легкостью исправить. Почему? Потому что цветы способны привлекать к людям и то, что каждому человеку не хватает персонально. Например, кому-то не хватает любви, и они действительно помогут приумножить данные энергии. Кому-то не хватает уверенности, они помогут притянуть энергии, которые подтолкнут в нужном направлении. Кто-то имеет желание быть успешным, они способны помочь и в этом, так как они настолько сильны в излучаемых энергиях, что способны на энергетическом уровне все это корректировать и помогать, окружая только нужными и мощными энергиями. Домовой также любит цветы, вазоны, растения, поэтому будет рад их появлению в вашем доме. Ведь они будут не только его украшать, но и помогать вашему энергетическому помощнику содержать энергетику жилья в надлежащем состоянии. С цветами связано очень много народных примет, которые нужно знать, ведь они способны о многом вас предупредить и на многое указать. А ведь если знаешь, что ожидать, то получается с легкостью справиться с любыми проблемами, когда они приходят, но за ними нужно внимательно следить. Порой с ними нужно разговаривать для того, чтобы установить крепкую связь, и они не должны находиться без воды. У них не могут быть сухие листочки. Если вы будете так с ними поступать, то вы можете с их помощью вместо положительных энергий притянуть негативные. Поэтому, если не готовы о них заботиться, лучше не заводите.
Если цветы у вас часто цветут, а листочки крепкие, зеленые, это указывает на то, что энергетика вашего жилья, она крепкая, она положительная, что у всех членов семьи все будет хорошо в тех направлениях, над которыми они работают. Если комнатные растения постоянно чахнут, погибают, вам стоит обратить внимание на энергетику вашего жилья. Она, скорее всего, разрушительная. Возможно, в доме поселилась злая сущность или же на него наслали порчу. Если растение упадет, разобьется горшок, не расстраивайтесь. Хотя это, конечно, и неприятно, но это указывает на то, что вас ожидает новый и судьбоносный этап в вашей жизни. Будьте внимательны для того, чтобы его не упустить. Используйте все возможности, которые будут перед вами открываться. Если когда растение упадет и горшок не разобьется, это означает, что вы мало внимания уделяете своей семье. Вам стоит пересмотреть к ним свое отношение. Расколовшийся горшок укажет на то, что в семье произойдет сильный конфликт, который может закончиться разводом, или же на то, что у вашей второй половинки появилась симпатия на стороне. Никогда не принимайте в подарок растение, которое уже было в чьем-то доме, так как оно передаст вам энергетику данного жилья, а вместе с ней то, что наполняет данный дом. Даже если вы думаете, что хорошо знаете, что в нем происходит и какие люди живут, это не всегда так, так как многие семьи имеют тайны, о которых не все знают. Если решили принять такое растение, то обязательно дайте за него монету, а принеся домой, пересадите обязательно в свой горшочек. Старый вынесите и выбросите. Полейте проточной водой. Она мысленно, при этом смывая негатив, поможет вам это сделать. Нельзя принимать в дар и увядающие цветы, так как вместе с ними вы привлечете в свой дом проблемы, порой даже беды, разрушительную энергетику, которая скажется в первую очередь на самом старшем члене вашей семьи. И он будет увядать, так как и это растение, а жизненные силы будут покидать. Вы должны понимать, что слабое растение вам отдают не от чистого сердца, а со злым умыслом, а также и то, что негативная энергия, которую оно содержит, передаст и остальным вашим цветам, из-за чего дом наполнится негативной энергетикой, и в нем, к сожалению, станет неприятно и некомфортно находиться. Не стоит принимать растения в понедельник, так как это не только тяжелый день, но вместе с ним вы можете и принять трудности и чужие опасения, страхи, приступы паники, депрессию. Не стоит принимать и в среду, так как в этот день вместе с растением, если оно от злого человека, в дом привлекутся денежные проблемы. Не стоит и недавно купленное жилье приносить чужие вазоны, которые старые и имеют видимые повреждения. Иначе это сделает энергетику жилья слабой, и любой негатив извне с легкостью в него притянется. Если вам растение в горшке дарит человек, отношение которого к вам враждебное, который постоянно с вами в чем-то конкурирует, не стоит такое растение принимать. Иначе это привлечет к вам недомогание, и этот человек отберет у вас то, что ему от вас нужно. Если вы знаете, что человек вам завидует, также не берите у него в подарок вазон, потому что это привлечет к вам финансовые проблемы и перекроет важные энергетические каналы. Появившиеся в растении вредители, такие, например, как червецы, тля, клещи, укажут на то, что возле вас есть завистливый человек, которого вы принимаете за друга, и который о вас даже наоборот много сплетничает. Поэтому обязательно пересмотрите внимательно свое окружение. Опавшие листья укажут на неудачу, которую очень скоро стоит ожидать в своей жизни. Если у вас есть какие-то важные, грандиозные планы, отложите их на потом, чтобы потом не жалеть. Но чтобы ребенок у вас был спокойным, хорошо спал, обязательно разместите у него в спальне на подоконнике цветок. Он будет притягивать хорошие энергии и успокаивать его.
Ну а чтобы цветок был крепче, приносил счастье, побег или же кусочек от него нужно украсть. Если размещаете растение в каком-то месте и оно начинает у вас вянуть, перенесите в другое. Если его состояние улучшится, значит это негативная зона в вашем доме. И, конечно же, ее стоит больше уделять внимания во время энергетических чисток. Таких зон в доме может быть даже несколько. Растения способны впитывать сильный негатив, поэтому если у вас засохло растение, это укажет на то, что оно защитило вас или же кого-то из членов семьи от беды, которая могла даже произойти. Растение, которое должно цвести летом, например, зацветает зимой. Это к приятным неожиданностям. Возможно, и то, о чем вы так долго мечтали, у вас получится в ближайшее время воплотить в жизнь. Если перед важным жизненным этапом зацветает ваш любимый цветок, это укажет на то, что у вас все получится даже лучше, чем вы сами того ожидаете. Если какой-то цветок долго стоял, не пускался в рост, не цвел, но за короткий промежуток времени все это изменилось, и он меняется у вас даже на глазах, это означает, что вас ожидает очень крупная прибыль, которая вас значительно порадует. Но это может быть и даже большое наследство. Если, например, рождественник, очень красивый цветок, разнообразных цветов, который каждый может подбирать себе по вкусу, зацветет раньше времени, это укажет на то, что в дом придет череда неудач. Поэтому нужно быть наготове. Когда это случится, ни в коем случае не расстраиваться, а быстро решить их, собравши все нужные силы, после чего поблагодарить цветок за предупреждение. Если же он расцветет перед праздниками, то таким образом он захочет порадовать вас и притянуть в дом хорошие новости. Хорошими цветами с положительной энергетикой будут герань. Дело в том, что герань привлечет в ваш дом комфорт, потоки сильных энергий, уважение, успех, станет оберегом обязательно и для вашей семьи, защитит от стрессов. А белая поможет человеку без пары обрести и даже вступить в брак. Драцена улучшит эмоциональное и физическое самочувствие, убережет от всевозможных конфликтов, от каких-то плохих снов, влияния завистников, укрепит биополе и даже энергетику жилья. Денежное дерево притянет в ваш дом стабильное финансовое положение, поможет справиться с любыми долгами, научить правильно относиться к деньгам, наполнит жизнь новыми возможностями и благополучием. Такое дерево нельзя никому отдавать из своего дома, так как вместе с ним вы отдадите денежную энергию, связь с которой возобновить, к сожалению, будет уже очень непросто. Если вы уезжаете, переезжаете и не можете по какой-то причине его взять с собой, обязательно продайте. И одну купюру или же монету отдайте обязательно на благотворительность. Тогда связь денежной энергии не разорвется и еще и наоборот приумножится в вашей жизни. Бамбук. Он также способен притянуть денежную энергию и поспособствовать тому, чтобы кошельки всех членов семьи никогда не были пустыми. Он защитит от людей, которые приходят в ваш дом со злом. Фиалка способна принести в дом любовь, убрать все недопонимание, наполнить отношения счастьем, сделать связь между членами семьи неразрывной и очень крепкой. Фиалку можно дарить только близким родственникам, с которыми желаете укрепить связь, а также тем, кого вы любите всей своей душой, так как вместе с данным цветком вы подарите им светлые энергии и, соответственно, приятные события. Поделитесь частью своей души. Не давайте никому просто так и листочки фиалки, так как ухудшится финансовое состояние. Если даете, пусть вам за них дают монету желтого номинала. Лимонное дерево притянет дом взаимопонимания, а также очистит энергетические каналы, заполнит его светлыми энергиями, а неудачи и проблемы обязательно покинут такой дом. Мандариновое дерево. Мандариновое дерево притянет в ваш дом изобилие, защитит от злых сущностей, а также поможет приумножить все то хорошее, что у вас уже имеется.
Алоэ поможет покорять новые и новые вершины, добиться успеха в карьере, найти занятия, которые будут приносить хороший доход и поможет наполнить дом любовью. Далее аукуба. В народе его часто называют деревом из золота, так как оно имеет с денежной энергией особенную связь и способно привлекать ее в достаточно больших количествах. Если владельцу получается установить с ней нужную связь, оно начинает расти, то и финансы данного человека быстро приумножаются, и за непродолжительный период времени он может разбогатеть. Далее мирт. Знаете, это растение, которое обеспечит семейное счастье, и каждому человеку поможет притянуть такое, о котором именно он и мечтает. Если в семье есть какие-то конфликты, после того, как такое растение попадает в дом, все это уходит, а отношения становятся только крепче. Женщинам он поможет притягивать энергии красоты, что будет очень положительно сказываться на внешности. Мужчинам уверенность в своих силах и решительность. Хризантема поможет укрепить иммунную систему, избавиться от тревог, от приступов гнева, снять стресс, наполнит дом обязательно добром, финансами, поможет быстрее воплотиться в жизнь самому заветному желанию. Для того, чтобы подобрать правильный цветок, вазон, растения, нужно в первую очередь прислушиваться к своей интуиции, а затем изучить то, что с ним связано, чтобы иметь возможность подобрать именно то, что нужно вам, и вместе с ним получить это в свой дом или в свою жизнь. Никогда не приносите в свой дом цветы, которые способны виться, такие как лианы, а также те, которые способны ползти, например, плющ, у которого свисают ветви, так как у папоротника также не должны быть в вашем доме, иначе его энергетика не только ослабнет, но и в доме получится энергетический застой, ведь светлые положительные энергии не смогут с легкостью передвигаться по вашему дому. Это станет быстро ощутимо, и в доме появится дискомфорт, желание подолгу в нем не находиться. Сны будут наполнены кошмарами, а недопонимания в семье будут приумножаться на протяжении каждого дня. Связь при этом будет только уменьшаться. В доме, где присутствуют такие растения, биополе у членов семьи слабое, отношения заканчиваются разводами, а негативных людей такой дом привлекает в достаточно большом количестве. Они, попадая в него, к сожалению, приносят свой негатив, ощущают силу, что с каждым таким их посещением и вовсе разрушает его энергетику. Через некоторое время оно будет настолько негативное, что в темное время будут привлекать злых сущностей и даже потусторонние силы. Жизнь в таком доме станет невозможной. Допустить такого ни в коем случае нельзя. Помните, пожалуйста, об этом. Относитесь, пожалуйста, к вазонам в вашем доме с любовью и уважением, а они отплатят вам тем же. Изучайте правила, обязательно которые с ним связаны. Старайтесь притягивать в свою жизнь только сильные и нужные вам энергии, которые помогут вам жить прекрасной и разнообразной жизнью в достатке и изобилии. Не приносите в свой дом такие растения, о присутствии которых придется потом пожалеть, поэтому обдумывайте все свои шаги, пожалуйста, наперед. Прислушивайтесь к своему внутреннему чутью, и все будете делать тогда правильно. Если в чем-то не уверены, не спешите с выводами и действиями. Изучите, пожалуйста, детальнее вопрос. Друзья, мы надеемся, что эти советы и эти рекомендации вам помогут в жизни. Прямо сейчас ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, если вы еще не подписались. Но прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна. Друзья, это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам мыслимых, друзья, и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.